Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по изготовлению вот такого бисерного полотна. Делается он несложно, справится даже новичок, а куда его применить я обязательно расскажу в этом видео. Долго тянуть не буду, приступаем. В качестве основы я буду использовать фетр черного цвета. Вы берете тот цвет, которого в итоге будет ваше изделие. Можно нарисовать абсолютно любую геометрическую фигуру. У меня это квадрат стороной 4 сантиметра. Разметку я делаю бело-гелевой ручкой, так как на черном мало что видно, а мел будет вытираться. Также для темных основ подходят гелевые ручки серого либо золотого цвета. Также этот фетр я уже зафиксировала на основе. Подготовила иглы. Иглы я использую вот такие бисерные. Это японские. Далее нить. Можно использовать, например, вот такую мононить, либо вот такую. Это у меня турецкая. Она очень крепкая, но при этом тонкая. Смотрите. Идеально в таких работах. Лично у меня вот такой фирмы. Но можно использовать абсолютно любую. Главное, чтобы она была крепкая и тонкая. Далее, конечно же, нам понадобится бисер и бусины. Я использую вот такие. Вы видите, что они все разные. Есть круглые, есть рифленые, есть с гранями. В общем, абсолютно любые. Во-первых, по качеству. Это может быть даже китайский бисер, например. А также по цвету. Изначально я определилась, что у меня будет эта заготовка в двух цветах, то есть черный и фиолетовый. Подготовила все возможные оттенки этих цветов и буду приступать к шитью. Начинать можно как с центра, так и с любого угла, как вам больше нравится. Я люблю начинать с центра. А также у меня в таких работах есть принцип от большого к малому. Я всегда начинаю с больших бисеринок, бусинок, но опять же это не обязательно. Здесь в такой заготовке может вообще не быть больших бусин, но если они у вас есть, то я рекомендую именно с них и начать. Нашиваю хаотично, несмотря на то, что у меня не все бусины круглые, да, есть более такие приплюснутые, и я их и так и нашиваю хаотично, то есть не ровненько все в одну сторону, а наоборот, чем больше граней, тем лучше будет выглядеть конечный результат. По количеству именно крупных бусин я советую вам сделать так. Вот вы видите, что я понемногу нашиваю, пока не заполню полностью весь периметр. И в итоге у меня получается вот такой результат. Крайне мало бусин, которые прям друг возле друга. Но при этом полностью периметр весь ними заполнен. Далее я беру такого же цвета черного, в моем случае бисера, и начинаю между этими крупными бусинами пришивать по одной хаотично. Я не пришиваю, то есть сначала в одной стороне, потом в другой. Вот вы видите промежуточный результат. Я полностью пришила черный бисер. Его я откладываю. И сейчас буду пришивать все оттенки фиолетового. Вот у меня их 4 разных. Также буду пришивать по одному. Вот беру один цвет и пришиваю. И пришиваю я их также хаотично. Также важно будет сказать по поводу основы. Кстати, как ее сделать, у меня есть отдельное подробное видео. Для тех, кто не видел или пропустил, ссылку на него я обязательно оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите. Так вот, эта основа не только для удобства, да, вышивки или расшивки, но и для стабилизации, для того, чтобы эта заготовка, это полотно в конечном итоге не деформировалось. Очень часто я вижу ошибку новичков, когда берут просто жесткий фетр, на нем вышивают, а потом им что-то не нравится, что-то не так. Все дело в деформации. Даже фетр, даже толстый фетр нужно стабилизировать. И как раз таки основа нам в этом помогает. Ну и пока на своих экранах вы видите, как я продолжаю делать расшивку, давайте поговорим об использовании данного бисерного полотна. Ну, то есть, что из него можно сделать, для чего оно.
Конечно же, первым, что приходит на ум, это брошь. И, конечно, так оно и есть. Из такого полотна получится прекрасная и красивая брошь. Но я чаще всего делаю подвесы. Именно они у меня более популярные. Подвесы на что угодно, будь то сумка, рюкзак, в машину часто тоже просили сделать, а иногда даже как украшение новогодней елки. И сюда бы я еще отнесла бы брелок, потому что не все его используют в классическом своем понимании, многие как раз-таки брелок используют как подвес. Да? Поэтому для меня, в принципе, разница в верхнем креплении, а суть одна и та же. То есть само изделие делается одинаково. И так на протяжении очень многих лет я, например, шью сумку на заказ, а в подарок к ней делаю украшения. То, как человек будет использовать это украшение, мне абсолютно без разницы. То есть это на его усмотрение. Единственное, что я всегда делаю так, чтобы это украшение снималось. Если человеку оно не нравится, он всегда может снять его и повесить в другое место или просто никак его не использовать. Да? Но очень часто было так, что получили сумку с украшением, украшение очень понравилось, повесили в машину, заказали еще 3, потому что всем такое надо. В общем, лично мое мнение, если брошка нравится не всем и не все ее будут носить, использовать, то подвес это всегда универсальная и такая более легкая вещь. Но не подвесами едиными, конечно же, все зависит от формы, размера. Это могут быть серьги или же кулон. Также это может быть набор серьги, кулон, почему нет. То есть все, что касается украшений, будь то изделия будем украшать, то есть пальто, сумку, все что угодно, да, либо себя любимых. Это все понятно, но также эту технику, этот способ можно использовать в ремонте одежды. Да, вам не послышалось, и вы не перепутали в ремонте одежды. Сейчас покажу, дальше продолжим. Смотрите, у меня остались вот эти места. И я просто немного дальше вот так смотрю на заготовку и понимаю, что вот тут мне не хватает черного цвета, здесь фиолетового, а здесь у меня такого. То есть на финишном этапе, когда я вам уже сказала, да, вот изначально, что я черным расшила и как бы его отставила, но на конечном вот этом уже финишном этапе я добавляю в оставшиеся вот эти места того цвета, которого рядышком просто нет. И таким образом расшиваю и заполняю плотненько полностью все полотно. Возвращаясь к ремонту одежды, смотрите, сейчас у меня квадрат или же ромб, если повернуть его, но можно сделать, как я еще изначально сказала, абсолютно любой формы. Это может быть, например, вы нарисовали губы или губную помаду, вот все что угодно сделали, расшили. Далее, смотрите, я сейчас убираю вот эту всю наметку и вырезаю. Все вы вырезали, и у вас готовая заготовка для того, чтобы пришить ее на испорченную вещь. Конечно же, все очень индивидуально, но, как говорится, вполне универсальная вещь. У меня же из этой заготовки будет сделан подвес, и мастер-класс на этот подвес также будет на моем канале, поэтому если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Мастер-класс, который вы только что посмотрели, был записан мной и опубликован на моем втором канале 15 октября 2021 года. Так как на сегодняшний день эти видео там уже недоступны, то по возможности я их всех перемонтирую, адаптирую под этот канал, и все они будут доступны здесь. На моем канале вы найдете множество мастер-классов по шитью, вязанию и рукоделию в целом. Поэтому, если вам эта тема близка, вы интересуетесь рукоделием, то добро пожаловать на мой канал. Также, если это видео вам понравилось, то поставьте ему лайк. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.